Всем привет! Сегодня готовим очень вкусное и красивое мясо. Мясная книжка из свиной корейки в яблочном маринаде с яблоками. Мясо получается очень нежным и сочным. Оно достойно стать украшением любого праздничного стола. Его можно подавать как горячим, так и холодным. Это мясо очень удобно отсоединить. Посмотрите, как оно интересно отсоединяется кусочками. Я сейчас отрежу и покажу. Видите, даже резать не надо. Оно само очень аккуратно отламывается дольками. Посмотрите, на каждом кусочке мяса получается один кусочек бекона, яблоки. Сейчас я отрежу мясо, чтобы вы посмотрели, какое оно получилось. Вы видите? Оно очень мягкое и сочное. И хотя это корейка, она совершенно не сухая. И мясо очень хорошо пахнет. Здесь пряные травы. И, конечно, мясо мариновалось долго в яблочном маринаде. Именно из-за этого оно такое нежное и сочное. И для того, чтобы приготовить это очень вкусное мясо, мне понадобится в первую очередь свиная корейка. Здесь у меня примерно 1 килограмм 150 грамм мяса. Также мне понадобится бекон, потому что корейка все-таки она более сухая. И я хочу, чтобы она была нежной и сочной, поэтому добавляю бекон. Мариновать корейку я буду в яблоках, и также прослойка будет из яблок. Поэтому понадобится примерно 2-3 крупных яблока. Для маринада я буду использовать оливковое масло, примерно 2-3 столовые ложки, 1 столовая ложка лимонного сока, и также я буду использовать такие специи. Конечно, и соль, и черный перец берите по своему вкусу, но у меня здесь примерно 1 чайная ложка с горкой соли, черного перца я буду брать примерно пол чайной ложки, четверть чайной ложки хлопьев перца чили. С этой специей очень аккуратно, так как она острая. Здесь пол чайной ложки паприки, 1 чайная ложка сушеного чеснока. И также у меня здесь семена кориандра 1 чайная ложка и веточки розмарина и тимьяна. Здесь у меня веточки, которые я замораживала в холодильнике, в морозильной камере. Вообще обзор моих специй вы можете посмотреть. И как их хранить, кстати, вы можете посмотреть у меня на канале. Есть такое видео. Я обязательно оставлю ссылочку под видео в описании. Итак, здесь у меня вот такая хорошая ветка розмарина и несколько веточек тимьяна. Сначала я приготовлю маринад для мяса. И для этого из 1 яблока я сделаю пюре. Яблоко очищаю от всех семян и от кожицы. Яблоки немножечко порежу, отправляю в чашку блендера. Кстати, яблоки спокойно можно натереть и на мелкой терке. Для этого рецепта лучше использовать кисло-сладкие яблоки. Яблоки измельчаю блендером. Яблочное пюре я перекладываю в миску. Добавляю в миску лимонный сок, оливковое масло. Добавляю все специи и соль. Немного перемешаю. Теперь оборву в миску веточки розмарина. Мне нужны только листики. Все обрываю. Так пахнет розмарин, просто как будто свежий. Из морозильника он просто как будто свежий. Мне кажется, он намного лучше пахнет, чем тот, который просто засушен. Точно так же обрываю веточки тимьяна. Мне нужны тоже только листики. И здесь у меня семена кориандра. Я их немного вот так руками раздавлю и отправляю также в миску. Все хорошо перемешиваю. И маринад для мяса у меня уже готов. Посмотрите, у меня здесь вот такой очень симпатичный кусок корейки без косточки. И сейчас я его буду надрезать как книжку. Мясо, конечно, перед этим я хорошо помыла и обсушила. Посмотрите, надрезать я буду мясо с той стороны, там где идет вот эта прослоечка жира. Делаю надрезы
не до конца. Ширина примерно 1 сантиметр, не дорезая до конца. Вот таким образом. Прорезаю весь кусок мяса. Делаю такие странички. Мясо я переложила в глубокую форму. Хочу показать. Видите, с этой стороны я не дорезала до конца, а здесь вот такие надрезы. И сейчас мясо будем мариновать нашим этим вкуснейшим маринадом. Надо, чтобы маринад попал везде, между всеми кусочками мяса, между всеми страничками нашей мясной книжки. Хорошенечко все смазываем маринадом. И снизу также. Мясо в этом маринаде должно постоять часиков 5. Тогда оно будет очень сочным и нежным. А если оно постоит даже дольше, часов 12, поставить его на ночь, а на следующий день готовить, оно будет просто шикарное. Сейчас мясо я закрою пищевой пленкой и отправлю в холодильник часиков на 5. Мясо я достала из холодильника заранее, примерно за час. Сейчас мы его нафаршируем яблоком и беконом. Мясо у меня просто прекрасно промариновалось. Очень такое нежное, чувствуется прямо. Сейчас я беру яблоко, вырежу из него сердцевину. Вот таким образом. И разрежу пополам. И сейчас яблоко я нарежу на дольки толщиной примерно, наверное, пол-сантиметра. Вот такие, не слишком тонкие, не слишком толстые, средние кусочки. Режу так 2 яблока. Также на кусочки я разрежу бекон. Бекон у меня, видите, такой длинный, поэтому я разрезаю его пополам, чтобы у меня получились вот такие кусочки. И теперь посмотрите, что я делаю. Некоторые кусочки яблок, которые такие более-менее неликвидные, я выкладываю на дно формы. Это я делаю для того, чтобы мясо у меня не пристало к дну формы. Я буду точно уверена, что все будет отлично. И теперь начинаю фаршировать книжку, так называемую. Беру, открываю первый кусочек, кладу сюда 2 кусочка яблока и кусочек бекона. Теперь беру дальше, опять 2 кусочка яблока и кусочек бекона. И так повторяю до конца. Посмотрите, я нафаршировала все мясо. Оно у меня как раз очень хорошо и плотно поместилось в форме. С краю я также здесь добавляю яблоки, чтобы мясо у меня нигде не прилипло к краю формы. И сюда также кусочки яблока. Вот так. Посмотрите, получилась вот такая замечательная книжка. Уже очень красиво. Духовку я уже заранее включила разогреваться на 180 градусов. Сейчас мясо я закрываю сверху фольгой и отправляю в духовку. Первые 45 минут мясо у меня будет готовиться под закрытой фольгой. Потом я открою фольгу, чтобы мясо сверху запеклось примерно минут на 20. Но, конечно, вы смотрите по своей духовке, сколько времени вам понадобится, чтобы мясо хорошо запеклось. Мясо стояло у меня в духовке уже 45-50 минут. Сейчас я открываю фольгу и запекаю его сверху. Пахнет оно просто невероятно, очень вкусно.
Посмотрите, мясо я достала из духовки. Оно у меня уже полностью готово. Я его после того, как открыла фольгу, запекала еще 25 минут. Я не хочу слишком долго держать мясо в духовке, чтобы оно не было сухим, так как мы используем корейку. Здесь все-таки не ошеек. Итак, сейчас дадим мясу немного остыть и можем переложить его на тарелку. И сейчас к мясу я хочу сделать еще соус. У меня, когда я готовила мясо в духовке, образовалось довольно много очень вкусного соуса, который я сейчас добавляю в пиалку. И также я возьму вот эти яблоки, которые у меня лежали внизу, только я возьму именно мякоть яблок, не буду использовать кожицу, аккуратно отделяю и добавляю еще сок. Теперь в этот вкусный соус я добавлю пару зубчиков чеснока. Я натру их на мелкой терке. И также у меня здесь немного кинзы и зеленого лука. Я их сейчас очень мелко порежу и добавлю в соус. Все перемешаю и попробую. В этот соус ничего добавлять не надо. Здесь все именно как раз очень гармонично. И, конечно, с таким соусом это мясо будет еще вкуснее. Я рекомендую подать его именно с ним. Мне уже не терпится попробовать это замечательное мясо. Оно такое мягкое. Его режешь и просто оно само разрезается. Оно такое нежное. И я хочу взять еще кусочек яблока. Вы знаете, здесь очень правильный выбор мяса. Корейка, она получается совершенно не жирная, и вместе с тем я лично переживала, что она получится чуть суховато. Абсолютно нет. Она настолько сочная, настолько нежная. Действительно, можно есть губами, потому что мясо долго мариновалось в яблочном маринаде. Со всеми этими специями, травами, оно очень ароматное. Я уверена, такое мясо украсит любой праздничный стол. Это действительно очень вкусно. Я желаю всем приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!